Книга 13. Тао. Путь Вознесения. Человеческие голограммы, архетипы и первичные характеры. Генетика в текущих человеческих реалиях настолько ограничена, что ребенку, который только что родился, можно сразу предсказать всю его жизнь, от событий детства, когда и на ком он женится, выйдет замуж, сколько детей должно родиться, где он будет жить, и на кого будет работать. Все предопределено в генетическом сценарии, который передается через коллективную человеческую грезу. Сценарий вовлекается в жизнь через ДНК, которую каждый выбрал при рождении. При 2 единицах сценарий столь ограничен, что в жизни имеется лишь незначительное варьирование, опять же реализуемое по сценарию, который был задан перед рождением, входящими душами и личностными сущностями. Когда человек возносится, он начинает изменять исходные ограничения в новый сценарий для вознесения. Последний неизбежно вызовет в жизни перемены, приводя к такому способу проживания, который даст возможность воплощать кристаллическую форму. Кристаллическая форма настраивается на новую грезу, которая передается новому консенсусу восходящих людей. И эта греза не для вымирания, а для непрерывной жизни и эволюции через урегулирование кармы. Возносящаяся непрерывная жизнь может вызвать множество путей, когда старый сценарий полностью оставлен, и карма с другими участниками событий закрыта. Именно по этой причине, возносящийся посвященный испытает многие изменения в своем жизненном опыте. Со временем, и в наступающие времена очищения, те, кто не способны возноситься, скорее всего, закончат свои жизни в быстрой смерти, тем самым, еще больше увеличивая изменения в жизнях тех людей, которые явятся восходящими. Это стоит в порядке вещей. Однако, от степени, в которой конкретный человек желает возноситься через сознательные намерения, может напрямую зависеть степень изменения его жизненного сценария, вытягивающего грядущие годы в новые реалии, в реальность, которая может привести к большей радости и свободе. Когда в процессе непрерывного намерения к вознесению, заякоряется сценарий для вознесения, восходящие люди со способностями и талантами к ясновидению, вполне могут считывать таковой. Хранитель записи Акаши по левую сторону шеи будет удерживать сценарий для вознесения. Такой сценарий может содержать в себе закрытие вашей кармы и завершение определенной деятельности, или отношений, или жизни в конкретном городе, области, регионе, а затем рождение новой деятельности и новых друзей, надежд и желаний в том месте Земли, который наилучшим образом поддержит ваше непрерывное восхождение. Новый сценарий также включает в себя множество молодых взрослых людей, рождающих новое потомство, которое выберет в утробе особые родословные, связанные с великими мастерами, овладевая восхождением к следующему уровню в духе вознесения поколений. Каждый набор, из выбранных при рождении 25 родословных, связан с человеческой голограммой. Последняя удерживает основной набор ключей для всей человеческой генетики. Сейчас мы собираемся донести некоторые аспекты этой информации до сознания читателей материалов Вознесения. Всякая человеческая ДНК происходит в рамках одной из 38 голограмм, которые циклически вращаются вокруг Земли на голографических планах. 38 голограмм связаны с 5 группами людей, входивших в реалии Земли в разные времена человеческой истории. Мы рассмотрим эти голограммы, чтобы каждый мог лучше понять генетическую и голографическую, или первичную основу человеческого вида. Существует 2 голограммы, унаследованные каждым человеком. Одна представляет собой голограмму тела. Голограмму тела человек получает либо от матери, либо от отца, и непосредственно передается им, от их родителей, по генеалогическому древу.
Голограмму тела невозможно модифицировать радикальным образом, даже при восхождении к 3000 или 9000 единиц. Она модифицируется только при вознесении выше 15 тысяч. Однако в данное время, взрослому населению не дана возможность возноситься выше 9000. Поэтому голограмма тела принимается сейчас в качестве неотъемлемой части личности человека и будет изменена в течение непрерывного вознесения, связанных с взрослым восходящим, будущих поколений. Голограмма тела передается или от отца, или от матери, а затем в соответствии с данной голограммой выбираются подходящие 25 родословных, чтобы на основе заключенной в них информации строить тело в утробе. Причем информация от каждой отдельно взятой родословной может идти на построение только отдельного органа или области формы. Некоторые голограммы не допускают присутствия определенных родословных, а потому всегда есть ограничения относительно того, что входящий в мир ребенок унаследует голографические и биологические предрасположенности родителя. Другая голограмма рождения, определена временем рождения. Голограммы времени рождения связаны с колесом 38 первичных характеров, один из которых будет доминирующим во время рождения. В других материалах мы коротко упоминали о голографических первичных характерах, связанных с человеческим видом. Здесь наша цель в том, чтобы войти в большую глубину понимания, и тем самым обрести возможность составить план архетипов людей, которые пребывают с вами в семье, супружестве, в качестве рожденных детей, являются для вас возлюбленным, или другом, соседями, или коллегами по работе в текущей жизни. При составлении плана своего круга влияния и общения, возносящийся человек довольно быстро осознает карму между собой и своими связями. В процессе осознания кармы будет нарастать способность к более легкому высвобождению таковой, что в свою очередь позволит рождать реалии единства внутри себя. Когда соберутся многие, кто овладел единством внутренним, тогда может родиться единство внешнее, вместе с гармоничными отношениями в общении. Смена голограммы рождения происходит круглосуточно, примерно каждые 38 минут. Если в любой точке планеты разделить 24-часовой период на 38 частей, то примерно каждые 38 минут одна голограмма сменяется другой в течение суток. Любой ребенок, рожденный в рамках отдельно взятого 38-минутного периода, наследует соответствующую голограмму в качестве врожденной предрасположенности, или первичного характера, который предопределяет и ориентирует жизненные реалии. Несомые голограммы времени рождения предрасположенности управляют индивидуальностью и жизненными событиями, которые манифестируются в ходе данной жизни. Голограммы рождения – это первичные характеры, которые мы широко рассмотрим. Они также являются голографическими характерами, которые трансмутируются в процессе интеграции кристаллических генетических материалов к новой астрологии эпохи Вознесения. Следуя пути Вознесения, возносящийся изменяет первичный характер времени рождения как таковой, заставляя себя все больше и больше продвигаться к среднему пути единства, и отдаляясь от крайней полярности в собственной персоне. Это не что иное, как дар Вознесения в настоящее время. Голограммы рождения, так же как и голограммы тела, могут подвергаться обмену. Во времена эры фараонов происходило большое количество манипуляций, и иногда происходил обмен голограммами между людьми. Согласно изученным записям, ни в каком предшествующем периоде на Земле ничего подобного не происходило. За последнее время процесс манипуляции голограммами был детально разобран и исправлен во всех человеческих картинах рождения. Поэтому вы вполне можете обнаружить, что обладаете сейчас другой голограммой, чем та, что имелась у вас, когда вы изучали свою голографическую природу в другое время, и с помощью всей данной на сегодня информации. Поэтому,
В дополнение к оценке родословной мы призываем читателей данных материалов также выполнить голографическую оценку. Земля предлагает проделать это каждому, кто читает данные материалы. При этом, вы можете восстановить голограмму, которая является подлинной для вашего воплощения и времени рождения. И только после того, как это произойдет, сможет начаться вознесение выше 1800 единиц. Однако, некоторые голограммы не позволят вознесения за пределы 1800. Прежде всего, это голограммы Аннанук, или греческих и римских богов наряду с голограммами их рабов, выведенных в лаборатории. Если человек исконно имеет голограмму Ану, или рабскую голограмму, использованную, чтобы построить форму, то такой человек частично несет в себе ДНК, имеющую кремниевую основу. Земля существует в системе, основанной на углероде. И чтобы вознестись домой, к великому центральному Солнцу, нужно удерживать ДНК, которая в резонансе, и основывается на углероде. Голограммы Ану и расы рабов несут ДНК, в основе которой полностью или частично лежит кремний. Та степень, в которой такая ДНК присутствует у человека, и использовалась, скажем, для построения отдельных частей формы, таких как кожа, глаза, волосы или различные биологические системы, определяет, насколько у таких частей формы отсутствует кристаллическая основа для вознесения выше определенной точки. Если восходящий человек с такой голограммой приложил бы усилия вознестись выше 1800 единиц, то он, скорее всего, испытал бы восхождение формы частично в кристаллическую, углеродную, и частично в кремниевую структуру. Однако, две эти структуры несовместимы, и вместо восхождения привели бы к ранней смерти через болезнь. Поэтому 1800 – это наиболее безопасный максимальный уровень для таких людей, ибо они вознесутся достаточно, чтобы определить свою реальную наследственность, но не настолько, чтобы создать у себя болезнь. Голограмма рождения и привносимые ею предрасположенности, определяющие индивидуальность и жизненные реалии, также несет ограничения на вознесение. Люди с голограммами рождения Ану, по своим индивидуальным признакам, редко интересуются духовным развитием, вместо этого превалирует материализм и бытовые страсти. И это так, поскольку именно такой образ жизни соответствует голографическому первичному характеру Ану. Впрочем, иногда встречается ситуация, когда в процессе обмена записями, люди также обменивались голограммами времени рождения. И сейчас среди восходящих людей может присутствовать посвященный, который полагает, что вознесение и жизнь на духовном пути – это его цель. Однако, в своей истинной наследственности времени рождения, имеет индивидуальность Ану. Что происходит, когда голограмма меняется назад к реальной наследственности? Так это то, что индивидуум впоследствии меняет жизненные ориентиры на другие поиски и стремления. Это позволяет людям с подлинной врожденной наследственностью восходить выше 1800, чтобы возвратить свою истину, и упорно продолжать заниматься своим восхождением. Голограммы тела, которые используются, чтобы построить форму в утробе, тоже часто идут в обмен между людьми. Однако, при вознесении от этого никакой пользы, если голограммы не причастны к родословным в картине предков. Ибо в процессе вознесения, человек может воплотить только генетику своей истинной наследственности. Красная углеродная ДНК не может быть загружена вдобавок к ДНК, существующей на кремниевой основе. Было немало посвященных, которые попытались это проделать, используя при этом бессознательную манипуляцию родословными и голографической наследственностью. Однако, углеродная ДНК просто-напросто не утверждалась на физическом плане, так как биохимия, в буквальном смысле, слишком различна, чтобы обеспечить вознесение от кремниевой к углеродной основе генетики.
Некоторых участников программы подобные манипуляции привели к развитию рака, так как кремниевая ДНК попросту была сбита с толку, произведя затем некоего рода генетическую мутацию, оказавшуюся более чем опасной для здоровья. Поэтому, в действительности неблагоразумно пытаться вознестись выше 1800, если у предков восходящего человека первоначально была кремниевая основа. ДНК на кремниевой основе происходит из звездных систем Плеяд и Ориона. Возможно, если бы человек с такой ДНК существовал в этих звездных системах, то кремниевая основа прекрасно подходила бы для вознесения, а ДНК на углеродной основе оказалась бы не в том творении, чтобы возноситься. У гуманоидов, которые развивали эфиродинамическую технологию перемещения в пространстве, имело место столь большое число перемещений между творениями, что вероятность такого смешанного существования стала очень высокой. Это также является причиной вымирания многих творений в третьем измерении, в системах, основанных на кремнии, электричестве и радиоактивности. Гуманоиды улетали со своих звезд, путешествуя за пределы родных великих центральных солнц. У каждого великого центрального солнца есть сугубо своя генетическая структура, энергетический поток, который непрерывно поддерживает там жизнь, и не дает угаснуть. Жизнь, основанная на углероде, и жизнь, основанная на кремнии, всего лишь две системы из сотен, которые развивались в своих великих центральных солнцах, и обширно возносились домой эоны времени назад. Такие формы жизни остались от весьма различных великих центральных солнц, и никогда не предназначались для того, чтобы быть смешанными или скрещенными. Но как бы там ни было, а за пределами великого центрального солнца, которое покидалось на космических кораблях, не было никаких знаков оповещения, которые звучали бы примерно так: «Внимание, предупреждение, не имейте секса с людьми от такой-то и такой-то звездной системы, ибо вы можете произвести потомство, у которого смешанная ДНК не позволит реализовать длинную продолжительность жизни, или вознесение домой». И тем не менее, это как раз та ситуация, в которой оказался человеческий вид, и Земля в настоящее время. Человеческая ДНК от других творений, вместе с чужой ДНК в растениях, животных, минералах, дельфинах и китах, в конечном счете, должна будет в ходе рождения грядущих 6 поколений постепенно уйти, тем самым гарантируя, что все виды впоследствии смогут вознестись вместе с Землей. Сознательно вставая на путь вознесения, человек входит в цепочку испытательных периодов, где каждый период – это определенный этап внутренней работы, в которую входит очередная интеграция собственного бессознательного, или, другими словами, осознания, и проработка влияющих стереотипов, мыслеформ и кармы, включая работу по восстановлению чакр, тонких тел, энергорешеток, тела света, биологических и родовых записей, а также записей Акаши и собственных грез. Плюс ко всему, почти ежедневно необходимо выражать основные намерения, концентрироваться в восстанавливающих медитациях, и проделывать заякорение в свое поле, чакры, тонкие тела, и решетку, тонов языка света, и языка единого. Но главным фактором вознесения все же остается самоанализ и интроспекция, которые, по сути, и являются тем, что мы называем внутренней работой, которая позволяет интеграцию бессознательных аспектов своего «я». Данный материал, возможно, даст вам новые грани понимания как себя самого, так и окружающих вас людей. Это понимание чрезвычайно важно для тех, кто входит в реалии восходящей группы, или собирается в будущем участвовать в создании общины, основанной на единстве. Земля готовится к испытательному периоду, в котором предлагаемый материал окажет содействие в восстановлении большего количества людей. Данный материал сфокусирован на первичном характере. Практически все люди следуют некоему сценарию поведения, существуют ли они в рептильной,
плеядианской или сириусианской грезе. Сценарии и голографические планы слились воедино во времена эпохи фараонов Древнего Египта, приблизительно 15 тысяч-18 тысяч лет назад, 60 тысяч, 72 тысячи человеческих лет. Поэтому, сейчас в грезах различных людей, можно обнаружить почти все сценарии, несмотря на то, что в ранней истории это было совсем не так. Вплоть до эпохи фараонов, сириусианские архетипы встречались только в сириусианской и рептильной грезах, а плеядианские архетипы в плеядианской грезе. Фараоны, которые по происхождению являлись смесью аннануков и сириусенцев, были первыми, кто способствовал смешению сириусианских и плеядианских архетипов. Когда уровень их восхождения стал высоким, этого было достаточно, чтобы изменить мировую мыслеформу. И внезапно все голографические планы перемешались и слились в один, который стал причиной всех первичных характеров, вошедших в грезы как сириусианской, так и плеядианской природы. Вследствие таких изменений, люди от различных грез, в эпоху Атлантиды получили возможность перемещаться на другие континенты. Вплоть до этого времени, перемещение с одного континента на другой было практически невыполнимо из-за отсутствия соответствующей технологии. Все технологические достижения были утрачены после ядерного уничтожения АНУ. И необходимо сказать, что технология как таковая – это часть исключительно плеядианской грезы. Поэтому вплоть до эпохи фараонов, для тех людей, которые существовали в сириусианской или рептильной грезе, овладение какой-либо технологией было невозможным. Это стало возможно только после того, как голографические планы слились до такой степени, что плеядианская технологическая греза стала частью сириусианской и рептильной грез. Такие условия стали реализовываться вслед за эрой фараонов. Последовавшая за упадком фараонов, эра Атлантиды принесла возможность создания технологии на физический план. Почти так же как в текущем цикле, где технология распространена по всему миру и присутствует в человеческой грезе, атлантическая цивилизация развивала радиоактивные устройства, которые аналогичны тем, что используются сегодня людьми внутренней Земли. Создаваемые механизмы предназначались для дальних перемещений и обладали способностью нейтрализовать гравитацию. Подобно сегодняшним самолетам, перевозящим людей с одного континента на другой, в эпоху Атлантиды появились транспортные средства на базе антигравитационной технологии, что впервые в человеческой истории позволяло людям перемещаться по земному шару. Во времена эпохи Анны, какое-либо передвижение ограничивалось только линиями перелетов к местам проживания Ану, или их привилегированных рабов, или же транспортированием рабов, назначенных умирать в лагерях смерти. Когда люди передвигались по континентам, грезы от разных творений сходились так же как родословные, из-за межродового смешения между людьми разной наследственности. А поскольку шло слияние грез, человеческая греза становилась частью реальности усложняющегося хаоса. На личном уровне, те, кто были наполовину Ану и наполовину рептилии, зачастую не знали, какова греза, которой они принадлежат, что приводило их к потере собственного достоинства и ощущению себя неполноценными и непригодными. Отсюда и возникла мыслеформа полукровки, берущая начало в тех предках, которые шли на смешение между различными картинами происхождения. Там, где сходятся грезы, на коллективном уровне, часто происходит настоящая путаница. Иногда такой беспорядок становится причиной больших разногласий и приводит к столкновению между культурами в настоящее время. Пример такого разногласия можно встретить между Индией и Пакистаном, Китаем и Тибетом. Тибет охватывает чисто сириусианскую грезу, а Китай – грезу рептилий. Грезы сходятся над Тибетом и создают конфликт.
Конфликт первичных характеров порождает непрекращающиеся расхождения и ссоры между китайской и тибетской культурой, и от неправильного понимания создает желание доминировать и управлять тем, что не осознается до конца. Китайцы всегда докучливо пытаются ввести господство и контроль над жителями Тибета. Рептильная греза никогда не будет осознавать энергию тех, кто находится в сириусианской грезе, или наоборот. И это создает конфликт, и стереотипы преобладания, господства, и подчинения, зависимости. Китайцы оказывают влияние силой, а жители Тибета идут путем духовного осмысления. Аналогичным образом, из-за разногласия между сириусианской и плеядианской грезами произошел конфликт между Индией и Англией во времена Ганди. Британцы не осознавали духовную природу сириусианской грезы Индии и пытались доминировать через силу. Ганди выиграл благодаря духовному знанию. Полярность, в которой Индия представала в качестве собственности Англии, он полностью изменил на противоположную, поменяв местами реальности двух планов – физического и полярного бессознательного. После такого магического действия, Англия вывела свои войска, предоставив Индии полную независимость. С точки зрения западного руководства, Ближний Восток является местом большого несовпадения культур. Из страха перед ростом террористических и фанатических действий, существующих и давно сотканной Мердуком, террористической плеядианской грезе, Запад предпочитает переходить к доминированию через силу. Отсюда пример недалекого прошлого – война с Афганистаном и Ираком. Единственное реальное решение таких проблем – это поэтапное сворачивание генетики и грезы, связанной с людьми террора, осуществляя это везде и в любых проявленных отношениях в наше время. Подобного рода генетика рассеяна сейчас по всему миру, что обусловлено межродовыми скрещиваниями между людьми во времена Атлантической эры и в настоящее время. Поскольку вся карма, относящаяся к так называемому человеку-воину или террористу, уже высвобождена из существующего генофонда, подобный тип человека исчезнет из человеческой истории вместе с грезой, имеющей к нему отношение. Как восходящий человек, посвященный способен рассеивать террористическую грезу в местах своего проживания, и заякорять вместо нее соответствующую мирную сириусианскую грезу. Желание создать миролюбивое окружение в местах вашей жизни будет сводить к минимуму терроризм или террористические акты людей, склонных к таким реалиям. Этот тип генетики будет постепенно выведен. Все еще имеется карма, связанная с Ану, рабами и Ану, и воинствующими рабами, которые в процессе высвобождения. Как только высвобождение кармы произойдет, генетические материалы, имеющие отношение к Ану и рабам Ану, вместе с плеядианской грезой, будут возвращены туда, откуда произошли, то есть на Плеяды. Проводя исследования архетипов, те, кто изучает данные материалы в любой части Земли, со временем начнут высвобождать карму с архетипами Ану, рабов Ану, и воинствующих рабов. В свое время, когда на этом сфокусируется достаточное число взрослых людей, карма будет высвобождена. Когда вся карма высвобождается, удерживаемые ею гены постепенно исчезают из генофонда для пребывающих восходящих детей, всецело выходящих из ДНК Ану, рабов Ану и воинствующих рабов. Это цель данных материалов. Плеядианская греза должна быть первой, которая в ближайшие годы будет удалена из коллективной грезы человечества. Устранение плеядианской грезы позволит разворачивать в человеческой грезе достаточно высокий уровень гармонии и голографического потока для входа в Великое Центральное Солнце. Земля также призывает возносящихся посвященных смотреть внутрь себя и определять, какие сердечные коммуникации из приведенного списка вещаются в вашем случае. Затем каждому возносящемуся предлагается проводить замену сердечных коммуникаций,
и выраженным намерением охватывать новые коммуникации, выстраивая для своей реальности фундамент, базирующийся на единстве. Когда выражается намерение к новым сердечным коммуникациям, подразумевается, что все стереотипы, которые удерживают в поле и форме старые предрасположенности, выходят на поверхность, проявляются в ситуациях для очищения. На это могут уйти многие месяцы, а возможно и годы, непрерывного вознесения, чтобы сломать все стереотипы, которые поддерживают старые сердечные коммуникации, и охватить новые. Однако, когда восходящий достигает этой цели, греза для жизненных манифестаций прекращает бессознательно искажаться, полностью сводя на нет ту степень искажения, которая приносила бы меньше радости или неудавшуюся грезу. Можно обратиться к внутреннему тестированию, или маятнику, чтобы узнать, какие из коммуникаций вещаются вашим сердцем в настоящее время. При этом необходимо понимать, что каждый человек может следовать многим стереотипам, о которых упоминалось, даже если таковые по своей природе не принадлежат его, или ее голографической предрасположенности. Поэтому, вы можете выражать намерение высвобождать все названные стереотипы, что будет способствовать более полному восхождению в этой текущей жизни. Первое, с чего необходимо начинать, это обращаться к необходимым изменениям своего бессознательного, чтобы внутренне сбалансировать мужской и женский поток энергии. Необходимого изменения бессознательных стереотипов, или, другими словами, причин, или страха, глубоко лежащего в основе вашего внутреннего напряжения в определенных условиях, или в основе спонтанных, бессознательных реакций раздражения на ту или иную фразу, или поведение человека, с которым вы общаетесь. Земля, восходящие люди, и все восходящие виды на Земле, сейчас обращают внимание на создание более сбалансированного мужского и женского энергетического потока, чтобы способствовать непрерывному восхождению Земли и каждого ее царства. Мы, Земля, коллективное сознание всех видов, как мировое сознание, завершили, подвели итоги и покончили с кармой болезни и войн. Но это вовсе не означает, что сразу произойдет полное прекращение войн или болезни для любого отдельно взятого человека, дельфина, или кита, или в природе как таковой. Каждый должен внести свой вклад, чтобы вознестись выше самой мысли формы, создающей войну на индивидуальной основе, воплощая при этом кристаллическую клеточную структуру. Тем не менее, мировая война, или Третья мировая война, в результате мирового преодоления двух связанных стереотипов, войн и болезней, была отведена в нефизический план. Мы надеемся, что вы найдете, как использовать предоставленную информацию на вашем личном пути вознесения.